Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы будем рассматривать новинку от Ion Motors – электросамокат Blade X. На обложке вы видели Dualtron X. Думаете, что же он тут делает? А потому что между ними очень много общего. Итак, рассмотрим все детально, разберем и обсудим. Поехали! Ну что, друзья, давайте посмотрим, что у нас под крышкой деки. Крепежи на крышке прикрыты вот таким резиновым ковриком. По V-образному корпусу идет резиночка. То есть гидроизоляция, так на первый взгляд, на отличном уровне. Вся проводка также прикрыта вот такой вот заглушкой, тоже как на офсете. Там у нас контроллеры. Батареи бывают трех комплектаций. Значит, в эко-версиях 18 Ампер-часов, но мы такое возить и продавать не будем. А в основном будут на продаже вот версия 23,4 Ампер-часа на 60 вольт и LG фирменная 28,8 Ампер-часов на 60 вольт. Максимальное напряжение 67,2. Батареи, соответственно, в эко-режиме разделяются следующим образом. То есть где-то на разница в 20 км пробега. То есть на 28,8 Ампер-часов проехать вы сможете в экономном режиме по ровной дистанции, ну, ориентировочно где-то в районе 100 плюс-минус километров, если ваш вес не превышает 80 килограмм. На батарее 23 Ампер-часа, соответственно, вы проедете гораздо меньше, я думаю, где-то в районе 70 как раз километров. Ну а 18 мы рассматривать с вами не будем. Синенькие родные контроллеры по 30 ампер каждый. Моторы у нас номинальное значение имеет 1200 ватт. Чисто в теории, если батарейный ток 30 ампер, соответственно максимально заряженная батарея 67 вольт, то у нас получается около 4 плюс киловатта. Максимальную скорость эти моторы развивают в полном приводе до 75 км в час, то есть как и на более старшем брате Blade Limited. Ссылочки на тот обзор, соответственно, будут в описании. Едем дальше. Подвеска, оптика, ну и в целом по раме. Ну и самое главное, будем сравнивать его с X. Поехали. Итак, что у нас делает Dualtron X в обзоре про Blade X? Совершенно разный вес, разные нагрузки и максимальные скорости. Но тем не менее, в этих самокатах много общего. Для начала давайте посмотрим на механизм складывания, а именно на его фиксацию. И там это закручивающиеся, затягивающие элементы. Для таких маленьких самокатов обычно все это делается очень хлюпко. То есть хомутом затягивается, и металл потом, соответственно, деформируется со временем. Вот такой механизм, он куда более надежный. Дополнительно здесь есть еще шестигранник для фиксации. Так, едем дальше. Оптику, конечно, сравнивать бессмысленно, а вот по подвеске это действительно идея в одном и том же направлении. Но задаемся вопросом, почему на Blade X не взяли более длинный амортизатор и не сделали ось вот здесь, так же как на Dualtron X. Раз ось, два ось, и, соответственно, совершенно другая длина, и совершенно другой ход был бы у амортизатора, и более мягкой, комфортной подвеской. На этот вопрос у нас пока ответа нет, а давайте его вместе с вами адресуем производителю. Итак, давайте посмотрим, как отрабатывают подвески на этих самокатах.
Здесь стоят тормоза NAT с колодками с радиаторами для охлаждения. Здесь стоят тормоза XOT, и там это двухпоршневая гидравлика. Это более дешевая версия, это более дорогая. Но более дешевая версия обусловлена тем, что банально на заводах нету комплектующих. Поэтому для того, чтобы в принципе отгружать самокаты, надо брать хоть что-то. Поэтому они ставят пока XOT. Но со временем, я думаю, снова вернутся на NUT. Итак, давайте с вами рассмотрим вкратце по функционалу этого электросамоката. Замок зажигания с вольтметром, как и на всех блейдах. Дальше у нас идет блок управления светом и клаксон. Передний свет имеет один режим всего, а вот поворотники, если зажать оба, то будут срабатывать как аварийка. В обычном режиме, соответственно, это просто как поворотники работает. Стоп-сигнал и габариты, соответственно. Сам клаксон ничего выдающегося из себя не представляет, это обычная пищалка, звук противный. Так, дальше. Зацеп для рулевой стойки в сложенном положении. Всем уже привычный их фирменный дисплей со всеми настроечками, вы можете ознакомиться в мануале. Тормоза гидравлические, и последний блок — это управление динамикой. Значит, полный привод, задний привод и режим эко и турбо классический. В целом выглядит очень добротно эта сборка. Вес в зависимости от батареи от 28 до 30 килограмм. Контроллеры и моторы здесь такие же, как и в более старшем брате Blade Limited. Соответственно, и максималка у них одинаковая. Ну что ж, друзья, надеюсь, этот выпуск хоть немного был вам полезен. С чем его сравнить? Конечно же, кроме Dualtron X по функционалу, подвеске и тормозам, а именно вот погонять в таком вот классе. Поэтому обязательно ждем отдачу от вас, фидбэк. Напишите в комментариях, с чем бы вы его хотели сравнить и что еще интересно по данному проекту. Пальцы вверх и до новых встреч. Пока!